это не бизнес для людей, это бизнес для сбора, как говорят в народе, денег, бабла. Как я мог без этого жить? Где мир? Куда он падает? У нас был план сразу международного бизнеса. Есть другие инструменты, которые помогают кайфовать от жизни. История достаточно интересная. Она начиналась с трудностей. Познакомились в одной сетевой компании. Это был мой первый опыт. В ней потерял достаточно, на тот момент, значительную для меня сумму. Я потерял много денег. И всегда была одна и та же мечта, чтобы поначалу найти такую компанию, в которой можно приглашать, вести людей, команду за собой, чтобы люди не теряли деньги. Вроде как все красиво описывается, все так хорошо. И после непосредственно начал рассчитывать. Ручка, тетрадка, там, неправильно расчет сорвал, неправильно сорвал. Потом нашел определенную закономерность. Был создан матричный проект, но уже, когда я познакомился с Михаилом, у Михаила уже был разработан бинар, который на сегодняшний день существует. У меня были определенные финансовые трудности. Там кредиты, долги, то есть брал чужие долги на себя. У меня завязался разговор с Василием, он говорит: Миша, давай освобождайся от своих долгов, от всего. Слушай, у меня есть предложение, давай, мол, сделаем свою компанию. Он говорит: Миша, вот смотри, сейчас есть компания, которая занимается матрицами. Давай ты разработаешь, мол, свои. Мы давали 100% в сеть, чего не могли сетевики поверить. И второй вопрос, самый главный вопрос, это то, что деньги мгновенно распределялись. Не надо было ждать, это была новая форма матриц. Тогда у меня как раз на слуху был закон 1.90, как закон успеха. И мне эта модель очень понравилась, потому что там суммарно все цифры ставили 100%. Первые люди, кто начал получать мгновенные вознаграждения, значит, вот и от этого пошло движение. После матриц у нас евровых пошел биткоин-матрицы. А после биткоин-матриц непосредственно у нас уже формировался бинар. Главное направление ставили не на, чтобы мы заработали деньги. Сам процесс, то, что мы отдавали 100% в сеть, мы являлись такими же самыми партнерами, как и наши партнеры. Богдан также само берет часть обязательств, это работа со структурами. А на мне в основном это есть такое общение с партнерами, саппорт, техническая часть, как фронт-энд, бэк-энд, как серверная часть, клиентская часть. Идея в отделении продукта от маркетинга, эта идея появилась еще в те времена, когда я работал в продуктовых компаниях, а потом идея это практически вынес эту идею Михаил. Скажем условно, я работаю в косметической фирме, зачем мне губная помада, если я мужчина, и мне она не нужна, ежемесячные закупы. Проекты не регистрируются, и у нас был план в дальнейшем зарегистрировать не как, чтобы в дальнейшем это была как международная компания. Люди, которые более осознанные, которые более подходят к делу с точки зрения анализа, то есть вот полное осознание, зачем они здесь, для чего. Вот только именно такое составляющее количество людей, оно в меньшинстве, но они такие крепкие, как фундамент. Люди есть разных возрастов, как пенсионеры, молодежь, студенты, бизнесмены. Евровых миллионеров нету. Рублевых есть уже несколько, евровых нету. Мы находимся в среде, где есть коммерция, где есть среда для обмана и самообмана. С одной стороны, обидно, потому что есть некоторые компании, которые нас копировали, да еще присваивают, что это они создали. Фактически не являются ворами, правильно, и они призывают людей поощрять воровство. То есть оно обидно. Мы открылись в 2015 году, они открылись в 2017, говорят, смотрите, вот 1.990 мы сделали, 1.990 нас скопировал. С другой стороны, я понимаю, что у всего есть обратная сторона. И в данном случае, несмотря что они позиционируют, что они являются, мол, авторами, но я понимаю, что даже они не брали худшее, они берут лучшее. То есть это факт признания. И это дает возможность еще больше нас подталкивать на быстрейшие движения в техническом прогрессе. Цена – это ваше время, вы его не купите, не продадите, и качество его использования. И аппетит приходит всегда во время еды. Аппетит приходит во время еды. Скорость идеи растет, нежели скорость возможности это реализовать. Если вчера был еще один план, но видя, как идут вперед технологии, как развивается мир, всегда возникают новые какие-то идеи, которых практически не успеваем догонять. Иногда бывает, когда много задач и много общения с партнерами, каждый высказывает, там, чего он хотел, консультации и тому подобное, формируется некий шум, можно так сказать, когда много мнений разных.
И нужно состояние уединения, чтобы найти собственные мысли. Работаем с людьми, проводим тренинги, провели несколько тренингов, провели первый саммит международный в Москве, в Москва-Сити. Делаем все, делаем хорошие промоушены. Наш мозг энергоэффективен, он находит очень простые способы решения. То есть человеку легче перенести на кого-то ответственность, нежели решать самостоятельно задачи. Легче найти себе оправдание, чем действовать. Поэтому такая вот просьба в мир, можно сказать, и действительно пожелание – это испытывать намерение и желание в антивирусе информационном. Хотелось бы сделать так, чтобы наша компания стала полезна всем, без исключения, учитывая все категории населения. Вы можете жить каждый день как новая жизнь. Тогда такой подход, он наполняет вашу жизнь смыслом, счастьем. И вы понимаете, работа по найму – нет. Там делать то, что я не хочу, делать из принуждения, из-за страха осуждения, еще чего-либо. Зачем? Я живу для себя, но с пользой для мира.